Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с новостями Армении и Азербайджана. Начнем с армянской прессы, новости Армении. Так, самая свежая информация. Вот, этот самый Давид Бабаян, да, вижу его на фотографии, заявил: это шантаж и терроризм. Глава МИД Карабаха якобы переправки через Лачин военной техники. Вот здесь Лачин, видите. И армяне там переправляют военную технику. И он заявил, что это типа шантаж. Распространяемая азербайджанским телеграм-каналом информация о том, что по Лачинскому коридору в Карабахе под видом миротворческой гуманитарной помощи переправляется военная техника, не соответствует действительности. Об этом заявил министр иностранных дел Карабаха Давид Бабаян. Вот он на фотографии. Это геополитический и информационный шантаж и терроризм. Везде установлены камеры, все видно. Это также удар по российским миротворцам, особенно после встречи в Сочи, заявил Бабаян. Так, накануне глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Армения использует Лачинский коридор не только в гражданских целях. Министр отметил, что Армения тем самым нарушает пункт трехстороннего заявления относительно Лачинского коридора, доставляет Карабах через Лачинский коридор вооружения. Так, конечно, там откуда в Карабахе у этих сепаратистов, или как называют, короче, у нас целая армия там есть. Так, конечно, у них есть артиллерия и минометы. А каким образом доставляется на территорию Карабаха, то есть Азербайджана, это вооружение? Ясно, что по Лачинскому коридору. Это не инопланетяне с космоса им оружие сюда перебросили. Это только по дороге можно загрузить в грузовики и привезти сюда на их базы. Да, конечно, не выполняется вооружение постоянно, потому что а как они типа обороняться собираются от вооруженных сил Азербайджана? Они все, без оружия им кирдык будет. Так что Бабаян врет все время. Говорю, у них все армяне, видно, такие. Все эти политики, их не доверять ни одному слову нельзя. И вот последняя еще информация, то есть, что азербайджанцы обстреляли трактор жителя Карабаха. Информация передана российским миротворцам. Вот типа трактор, вот тут типа пробили пули. Так, Ереван, последние новости. Азербайджанцы обстреляли трактор жителя Ханкинди во время выполнения сельскохозяйственных работ на территории села Храморт, сообщает МВД Карабаха. 5 ноября в Аскеранский район отдел полиции поступила информация о том, что в районе в 12:30 на территории села Храморт обстрелян трактор гражданина Мартиросяна, 69 года рождения. Огонь был открыт со стороны азербайджанского боевого поста, расположенного на прилегающей территории. Так, а было разбито лобовое стекло и система рулевого управления трактором. Данные об инциденте переданы российскому миротворческому контингенту. Интересно, как там это получается, что, ну, допустим, Ханкинди, допустим, трактор, а как там азербайджанцы могут так легко его обстрелять? Мне кажется, все эти сельхозугодья, они находятся на самой, что азербайджанцы в упорах там 500 метров видят и расстреливают. Ясно, что они где-то глубже в Ханкинди там уже должны эти заниматься работами. Что они уже, неужели тут совсем получается, ну не знаю, это верить, не верить. Но это новости Армении, армянские, вот пишут такую информацию. Еще у них есть этот самый главный, который мутит воду, Ишхан Сагатилян. Вот он опять вывел на митинг, так сказать, армян, которые протестуют против подписания мирного договора. Армяне против. Видите, вот они составили бумагу на армянском языке и сожгли ее. Это типа мирный договор. Покажем всему миру, что армянский народ не примет никакой капитуляции. Это заявили армяне и сожгли перед зданием правительства символический мирный договор. Они против мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Пашинян сейчас собирается то ли в конце ноября подписать. Они, видите, ходят там, ну, протестуют и сжигают эти мирные договоры. На самом деле, этот Ишхан Сагатилян заявил,
что этот договор, называемый мирным договором, означает на самом деле капитуляцию. Мы сожжем перед зданием правительства этот лист бумаги, символизирующий капитуляцию под видом мирного договора, чтобы показать всему миру, что армянский народ не примет никакую капитуляцию. Не может быть подписан какой-то документ, который поставит под сомнение право Карабаха на самоопределение, заявил Сагателян. Участники акции сожгли символический документ, зачем продолжили шествие по центральным улицам Еревана. В общем, если Пашинян подпишет этот мирный договор, то его все стопроцентно сочтут предателем, типа он сдал Карабах, сдал Армению, и вот они уже предупреждают, чтобы он этого типа не делал. Ну и последняя информация, что он созывает всех армян, чтобы, как сказать, они вышли на митинги протеста. Так, это митинг за восстановление общеармянского единства, единства в нашей стране, единства солидарности с Карабахом, с диаспорой. Этот митинг ставит начало объединения всех армян в мире. Он, в общем, хочет всех армян в мире объединить против Пашиняна, типа бороться с властью. И вот он что заявил. Что обещанный Пашиняном мирный договор – это ложь. Этот договор принесет новую войну, новые жертвы, разрушения. Запущена программа нашей деморализации и уничтожения. Это митинг дает старт нашей солидарности, единства от Ханькинди типа до Москвы, в общем, до Америки, до Парижа, в общем, все тут. Всех армян будет подключать. Ишхан Сагателян отметил, что первый шаг к будущему сильного армянского государства – превращение капитуляции. Он говорит, что Пашинян капитулирует. Да, и что мы говорим с врагом о демилитации, до этого должны провести демилитацию внутри себя, вы с Николом или с Родиной, типа, или заявил Сагателян. В общем, главный вот провокатор, который настраивает армян против азербайджанцев, вот этот Ишхан Сагателян. Вот такие новости. Всем спасибо, всем пока.